вернулись. Мы вернулись за брусникой. Будем сейчас собирать. Вот сегодня, друзья, мы взяли ведра, и сегодня буду использовать комбайн. Вот бруснику комбайн не портит. А вот чернику портит, смотрите. Опа! И все листики остаются на месте. А брусника там. Вот не на каждой ягоде я могу использовать этот комбайн. Но клюква и брусника, пожалуйста. Вот он не портит. Ой, брусника прямо местами, знаете, прямо как черная. Очень быстро, легко комбайн, но кустики не портит. Раз, раз, раз. И полно. Очень быстро. Но ураган сегодня. В лесу очень легко находиться, когда ветер. Несмотря на то, что ночью был ливень, ураган, и сейчас продолжается ураган, ягоды совершенно сухие, очень легко собираются, сухенько все. И по-прежнему очень красиво. Вы знаете, мне что приятно? Что ребенок, посмотрев на нас, тоже взял маленькую какую баночку, ведерко крошечное, и тоже пошла собирать. А хотя приехала сюда в лес, села на пенечке и сказала: я устала, потому что на батуте прыгала, устала. Но вот, посмотрев на нас, она пошла, тоже стала собирать. Я не специально ничего не говорила, думаю, вот интересно как, да? Пойдет или не пойдет? Вон она там собирает. Молодец. А то сейчас, знаете, дети, он там за деревом, только планшет, только не хочу, только дай. Вот это потребительское отношение ко всему. Они даже, как сказать, не умеют и работать-то. Какой-то лес, когда можно пойти все купить, все продается. Зачем это все ходить, гнуться как-то? А мы так вот хотя бы своим личным примером успеем научить. Понимаете, я даже вот хочу сказать вам, я боюсь не успеть научить, потому что мир так меняется стремительно. Все везде можно, все доступно, зарплаты приличные, детям как-то все дается очень легко. Вот так я хочу сказать. В наше время, пенсионерские нотки, в наше время не давалось так все легко. Я мыла большие кастрюли, баки в пионерском лагере, чтобы заработать себе магнитофон. Муж работал на фабрике мороженого и вообще во многих местах. С детства мне было 12, 13, 15, вот мы работали. А современные дети, они вот только получают. И те, которые вот пытаются работать сами, вот прямо уважение у меня к ним. Там бывает часто объявления, там подросток 13-15 лет ищет работу. Молодцы, потому что молодцы родители. А так только дай, только планшет, вот и вот что за поколение вырастет. Вот мы хотим успеть научить. Научить трудиться, научить ценить, научить работать. Ой, что-то я разошлась, наверное, устала нагибаться. Ну, Крестюша, давай пирожок хоть сядь покушай. Давай пирожка-то покушай. Садись, вон пенечек там я тебе приготовила. Какой тебе больше нравится? Вот садись здесь. Вот садись сюда на пенек. У нас с собой паек. Постучи ногой сначала, вдруг змея. Пару раз ударь. Меня бабушка так учила.
Достаточно. Там даже медведь шелохнулся. Так. Садись, садись, хватит. Но ты уже распугаешь всех. Садись. Вот, кушай пирожки, булочки, пей сок. Ну-ка, покажи. Стой, правда, собрала сама. Ты умница. И что ж тебе... Держи-ка ведро. Тебе что же лесовик? Дудочку ты просила у него или кувшинчик? Или сама собирала? Сама. Вот так. Ни дудочки, ни кувшинчика тебе не надо было, да? Сказка у нас такая любимая. Все, я закончила свое ведро. За 1,5 часа у меня целое ведро. Ведро большое, обычное ведро. 1,5 часа. У мужа еще немножечко там не до конца. Беру его на буксир, помогаю. Помогаю. Кристина здесь перекус устроила. Любуется, сидит. Важно, чтобы она умела замечать это. Чтобы мы все умели замечать красоту. Ну вот, 2 часа прошло. Наш урожай. За 2 часа, представляете? 2 ведра брусники. Ну вот, будем варить варенье на рогалике. Мамочке обязательно отнесу. И будем делать салат на Рождество. Поделюсь с вами рецептом. Вот наш урожай. Вы знаете, сколько не собираешь, такое впечатление, что мы даже не начинали. Вот как все было красное поле, так оно осталось. Вообще ничего не изменилось. Все так и полно все равно. Мы с этого места не двинулись. Все равно все поле красное. Вот так. Все так же. О, мастер уже приехал наш. А мы только с ведрами. Бегом. Вы в лесу были? Здравствуйте, да, мы в лесу были. Здрасте. И что там в лесу? Что-то нам дали. Нам в лесу дали много брусники. Развивайся. Да, подожди, сейчас не заходим. Ага. 2 ведра. 2 ведра нас собирали. Ну так, Полно. брусники просто красные футбольные поля. И все, что мы собирали, как будто ничего мы там и не делали. Развивайся, Кристина. Так, сейчас я пробую. Мы вчера грунт клали. Первые шаги. Ага, все нормально. Можно зайти только на крыльях. Да. Да. Смотрите, как он вытащил структуру. Это специальный грунт, он прямо вот ее выделял. Ну давайте ковры стелите. Мне же Я работать, тоже так думаю. а мне летать. Так, а может танцевать сразу, как ковры? Нет, давайте сначала ковры. Ну давайте. Да, абсолютно все высохло. Все нормально. По нему ходить сейчас можно, потому что все равно я буду шкурить и все это пылесосить. Заходите, господа. Вы сегодня с экспертом? Да, нам сегодня срочно надо сделать работу. Да. Вдвоем быстрее. Да. Я могу покряхтеть еще третий. Так. Так, дверь там. Нет, Какая дверь? Выбирайте. Новая. Вась, принеси, пожалуйста, дверь. Дверь в студию. Так, дверь. Дверь пришла. Самой двери, собственно, будет. Она будет вровень с этим. Угу. А этот чуть ниже, если будет там вот столько, чуть-чуть, можно да. гантельку какую-то Ага, хорошо. прибить и все. Давайте гантельку прибьем, что угодно прибьем. Дверь поставим. Гантельку. Да, можно и гантелькой, можно и гантельку. Все, поставили. Ура! А самое хорошее и интересное то, что за работу они берут этот раз не деньгами, мастер, а той самой дверью. А мы сегодня расплачиваемся дверьми. Все, прощай, наша дверка. Тело вынесло. Да, тело. Дай Бог, чтобы она вам служила хорошо.
Ох, бушует природа. Ну вот оно, Чудское озеро. Сентябрь месяц. Яна пока шлифует пол, а я тут развлекаюсь на природе, наслаждаюсь природой, озером, дышу свежим воздухом. Какой шум волн. Красиво как. Не очень-то и холодно. 16 градусов. Только ветер такой. Не очень такой приятный как бы. Ну, в принципе, в общем и целом, если одеться хорошо, то вполне комфортная погода. Ну давайте спустимся вниз, к воде. Пляж почти пустой. Почти это никого, кроме меня. Вода как-то ушла. То есть стал берег такой широкий. Широкий пляж стал. Вода ушла. Ветер какой сильный он. Песок аж прям как в пустыне он. Футболочки не походишь здесь, конечно. Дверь поставлена. Пол
Снова пол. Теперь всю эту площадь я шкурю. А вам хотела показать, что как прошел у меня эксперимент со смешиванием опилок и грунт-лаком. Вот я эту дырочку, которая была, заделала. Теперь я ее шкурю. И вот вторая лунка была. Я ее тоже залепила. Теперь тоже шлифую и под лак. Но не видно, правда, вот этих сучков дырок? Нету. Хорошая штука. Советная. Совет хороший. Ну все, и под лак ее. Ничего не заметно. Доска как доска. Все отшлифую. Опять эта система, потому чтобы все собрались и вышли на улицу и ждали в машине, я начну тогда лакировать. Лак у нас двухкомпонентный. Там надо отвердитель смешивать с лаком, взбалтывать. Там целое дело. В общем, сейчас будем заниматься этим. Ну вот, начинаем лакировать. Это затвердитель. Двухкомпонентный лак, я уже говорила. И вот это сам лак. Теперь посчитаем, сколько нужно на первый слой. Всего будем делать 3 слоя. Обычно я делаю 5, но тут другое дело, другой лак совсем, поэтому здесь 3. Очень высокоизносостойкий, хороший лак. Значит, нам надо налить 1,35 литра лака и 150 растворить этого отвредителя. Полтора. Значит, тут... Ой. Молочко. В смысле, это лак? Сливки. Похоже на сливки. 10%. Нет, 35%. Подожди, а какого цвета у нас будет пол? Пол-литра. Мамочка, какого цвета будет наш пол? Вообще-то я хотела лакированный. Но у нас, похоже, белый. И теперь отвердитель. Вот он сюда налил к этому лаку. 30 секунд. И теперь он делает шейк-шейк. Теперь он делает шейк-шейк-шейк-шейк. Песня такая. Считай до 30. 1, 2. И потом в закрытой емкости этот лак держать нельзя, да? Его нельзя закрывать. 5-10 минут надо открыть, и 5-10 минут, чтобы она постояла открытой. А потом закрывать нельзя, там какие-то газики. Углекислый газ образуется. Шейк, шейк, шейк. Вот такой вот у нас лак. Хитрый. Мы обязательно что-нибудь такое придумаем, не поймешь чего. Но для того, чтобы танцевать лезгинку на этом полу, надо, видите ли, так. Начинаю лакировать с отвердителями. Все затвердителями. Шейк-шейк, все такое. Он белый. Будет у нас белый пол. Ну что же, белый, позитивненько. Нанести паркетный лак 2-3 раза вдоль дерева. Слушайте, я не знаю. Муж кричит инструкции, мне из-за двери читает. Но он белый. Он и лакирует белым. Я вообще не знаю. Почему белый-то? Господи. Что будет? Вот такой он, в общем, играет дерево. Очень интересно. Знаете, запаха, ну, вообще 0. А потому что он на водяной основе. Потому что он на водяной основе. Углекислый газ не пахнет. Углекислый газ не пахнет. В общем, я очень довольна, конечно. Работать с ним очень легко. Вот там начинает высыхать. Здесь, в общем, потрясающе, ребята. Но я немножечко устала. Фух, друзья, все. Отлакировала. Дверь закрыла. Не дышу. Главное, ничего не забыть в доме. И теперь мне еще за руль и до Таллина далеко. Холодный столб. Холодный столб, а я прямо попой прислонилась. Все. Моей горячей попой. Все, друзья мои. С вами прощаюсь. Надеюсь, не упаду, не усну за рулем. Устала ужасно. И до встречи всем в Таллине. Удачи, пока-пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте. Делайте репосты, пожалуйста. Такой уставшей девушке. Да. До новых встреч.